Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, вы на моем YouTube-канале, и это подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я поговорила с Нелли, которая заведует неправительственной организацией The Lucky Pen у нас здесь на местности в городе Редмонд, штата Вашингтон. Ее организация в первую очередь помогает детям, но также и семьям иммигрантов и беженцев. Они решают невероятное количество разнообразных вопросов, которые возникают у людей, которые приезжают в Америку. Об этом всем Нелли расскажет вам сама. А я хотела бы напомнить, если вам нравится, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. И приятного вам просмотра! Нелли, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Спасибо большое, что пришли. Очень Спасибо рада вас вам. видеть. Расскажите, пожалуйста, о себе. Расскажите о том, где вы родились, чем вы занимаетесь. Я родилась в Кишиневе, приехала в США в 11 лет. Я детский подростковый психолог по образованию. Я в том числе помогаю ученикам поступать в университет и консультирую по вопросам высшего образования. Веду детско-родительский центр под названием The Lucky Pen, и я директор фонда «Сиэтлские конвертики». Как-то так. Это очень много, Да, это 3 работы примерно. однозначно. И расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша карьера? Вы заканчивали университет Вашингтона, да, по психологии? Да, у меня диплом по русскому языку и литературе и по психологии. Мгм. А как вы выбрали это? В какой момент вы поняли, что вы хотите заниматься психологией? И раз у вас две специальности, то как вы выбирали между ними? Это скорее изначально были не специальности, а просто базовое образование. Мгм. Я ничего не выбирала, я шла по течению, очень расстраивалась, что не знаю, кем хочу быть. И, в общем-то, скорее знала, чего мне не хочется. М. И чего не хотелось? Не хотелось заниматься математикой. Не моглось заниматься точными науками, к сожалению, и естественными науками. А в тот момент был прям сильное давление, да, на людей, что, особенно на иммигрантов из бывшего Советского Союза, да, к точным наукам. Нет, мои родители на меня не давили. Но было совершенно понятно, что прокормиться можно непонятно чем, но не русским языком и литературой. Понимаю. А как вы пришли к психологии? Я, выпустившись, работала в индустрии клинических исследований. Вот, наша компания испытывала психотропные препараты, и я помогала координировать исследования. Это было очень интересно, но там было слишком много данных. Слишком мало людей, слишком много данных. Вот. Потом я ушла в социальные работники, и я помогала расселять турков-месхетинцев в Сиэтле. М. Это было очень интересно, там было слишком много людей, я выгорела за год. Вот потом я переводила, я писала какие-то тексты на заказ, и я все это время параллельно работала с детьми. Я учила их английскому, мы учились писать, читали книжки, обсуждали это все. Я все время думала, что это моя какая-то вот такая подработка. Мгм. Потому что репетитор – это ненадежная профессия, это вообще-то не профессия, это так, какой-то хвостик, огрызок. И все время, некоторое время считала, что я скоро найду, чем мне действительно хочется заниматься. Ну, в принципе, то же самое сейчас говорят мне мои ученики. Да, ничего нового нет. Я понимаю, ну, конечно, когда человек молодой и мало чего пробовал в своей жизни, вообще я не представляю, на самом деле, как они определяются с профессией. И это то, чем вы им помогаете в том числе, да? В том числе, да, скорее да, чем нет. И расскажите, как вы это делаете. Ну, мы много говорим. Мы читаем источники, чем занимается конкретный человек, в чем состоит его работа. А кроме того, у нас есть программа, которая называется «Пусть меня научат». К нам приходят люди, работающие в конкретных, не знаю, сферах деятельности, рассказывают на самом деле, как это все выглядит. Мгм. И, в принципе, в этом возрасте влюбляешься не в профессию, влюбляешься в человека, который о ней рассказывает. Поэтому я, собственно говоря, очень осторожно рассказываю о своей профессии. Очень осторожно, чтобы не отпугнуть. Очень осторожно, чтобы не влюбить. А, Чтобы не было некой идеализации ненужной. ну, кстати, да, это я хорошо понимаю. Да. Я тоже, когда начала рассказывать об Амазоне, я понимаю, что
очень многое, о чем я говорю, может быть воспринято слишком радужно. Да, Да. но я вас послушала, мне захотелось немедленно в Амазон. У вас есть все данные для того, чтобы мотивировать людей на разные подвиги. Не, ну это очень здорово, то, что вы рассказываете детям о профессиях, причем еще из первых рук, потому что я понимаю, что, допустим, мне этого очень не хватало в школе. То Мгм. есть у меня было ощущение, что дети вот знают, допустим, что делает учитель или что делает врач, потому что это то, с Мгм. чем они сталкиваются. Да, Я не знаю, дети, которые рисуют, допустим, знают там, что такое художник. И на этом, в принципе, познание профессий обычно заканчивается. да, да, так и есть. Ну, тут еще есть некая такая модель ам, общественная. Я учусь для того, чтобы поступить в университет. Я поступаю в университет для того, чтобы работать. А работаю я для счастья, радости и денег. И вот собственно говоря, этой парадигмой все заканчивается. Она очень крепкая, она очень устойчивая, но внутри она достаточно пустая. И у вас есть советы о том, как это наполнить? У меня нет ответов. Нет Мгм. ответов, нет советов. Мы просто обсуждаем, что вот есть некоторая базовая модель, которая на самом деле очень упрощена. И нам необходимо каждому человеку найти свою личную другую модель некого счастья. Даже не счастья, я бы сказала бы, а смысла. Смысл не Мгм. всегда счастье. Ну да. Вот. Ну, в общем, как только мы начинаем немножечко раздвигать рамки вот этой базовой модели, нам становится не только интереснее, нам становится понятнее, что у нас есть право на ошибку, а не шаг влево, шаг вправо, расстрел. И у нас есть право на не только на поиски себя, но и на разные этапы себя. То есть я могу Мгм. поступить в университет, думаю, что я хочу быть, не знаю, инженером, а потом оказывается, что инженеры бывают разные. В общем-то, очень говорящие и социальные инженеры могут также быть менеджерами проектов, и это может быть гораздо интереснее. То есть моя задача скорее показать, рассказать, обговорить некоторые другие правила жизни, которые, возможно, будут более полезны моим подросткам, чем какая-то очень ригидная модель существования, за которую они цепляются. Это здорово. Это здорово. Мне кажется, на самом деле мало кто детям это рассказывает, что у них есть право на ошибку, и что только через ошибки они могут, по сути, найти себя в этой жизни. Можно сказать, да, поэтому я с удовольствием провалила свое собеседование в Амазон когда-то, но я вам рассказывала. Да. А с какими детьми вы в первую очередь общаетесь? Это дети иммигрантов или это местные дети, в том числе американские? Это в основном дети иммигрантов. То есть наш центр, он изначально был создан, построен для детей, которые либо приехали сюда с родителями в какой-то момент, либо родились здесь, но все равно воспитываются в семьях иммигрантов, в Мгм. основном русскоязычных. Именно потому, что я сама приехала в 11 лет, и я достаточно хорошо помню разные сложности своей жизни, сложности жизни своих родителей. В общем-то, моя задача помочь именно русскоязычным детям и их семьям. Так получилось. Но у меня есть ученики, которые приехали из Индии, из Китая, из Вьетнама, Мексики и так далее. Просто сарафанное радио русскоязычной общины, оно ушло дальше. Мгм. Я понимаю. Расскажите о своих собственных сложностях. С чем вы сталкивались, когда сюда приехали? Я сталкивалась с тем, что называется сейчас буллинг, а О, тогда это было просто обижалки. в Вот. смысле от сверстников, да? Да, меня дразнили за то, что я как бы была русской, приехала из страны медведей и балалаек. Вот. Но Ничего я себе. Ну да, кто-то дразнил, кто-то подшучивал. Но понятно, что в этом возрасте мы не видим разницы, во-первых. Во-вторых, не очень Мгм. понятно, зачем нас дергают на эту тему. А, Мгм. вот. В принципе, я не очень много общалась с моими одноклассниками, я не очень хотела с ними общаться. И это то, чем мы тоже занимаемся с учениками. Мы каким-то образом пытаемся понять, вот как может быть выстроен контакт и коммуникация в целом, даже если нам как бы не нравятся те люди, с которыми мы учимся. Мы все равно сталкиваемся с ними каждый день бок о бок. Да, у нас есть некоторые задачи, связанные с тем, чтобы в этом пространстве, если не выжить, то хотя бы существовать. Вот. Мгм. Ну, так далее. Ну, что мне еще было? У меня было непонимание системы образования в Америке, как это работает. Мои родители тогда
тоже не очень понимали, куда мне и как. Соответственно, в основном я из каких-то обрывков поняла, что есть разные программы, по ним можно учиться, это будет интереснее. И каким-то образом чудом поступила в университет. Ну вот именно поэтому как моя задача в том числе это снизить вот эту непонятную нагрузку на детей и Мгм. на родителей, рассказать базово, как работает система образования в США, какие есть альтернативные способы обучения чему-то, какие есть варианты выхода из сложных ситуаций, как работать со школьной администрацией, какие письма писать, если что. Вот. Ну и как добиться выхода на дальнейшие точки, плоскости с меньшими нервами, как-то так. Мгм. А расскажите, раз уж мы затронули тему буллинга, Мгм. вот что предлагает здесь система, и что людям делать в таком случае, если ребенок столкнулся с буллингом? И что делать ребенку, и что делать родителям? Ну, родителям сотрудничать, с одной стороны, со школьной администрацией, а с другой стороны, отстаивать права ребенка. Потому что, в принципе, сейчас очень много происходит трений между детьми и конфликтов. И они выражаются по-разному. И, кстати, на самом деле почти все дети каким-то образом не то чтобы обижают друг друга, но задирают друг друга. Мгм. Возможно, не всегда понимают, зачем к ним подошли и о чем это. Не всегда могут справиться с своими эмоциями, да, то есть мы часто думаем о травле как о модели жертвы-агрессора, да, Мгм. но на самом деле вот из того, что я вижу, есть действительно отсутствие контроля какого-то и отсутствие деятельности со стороны некоторых детей, это понятно, есть отыгрывание каких-то сложностей в семье, но также есть неумение, в общем-то, сказать «я хочу с тобой дружить». Да? Да. Я хотел бы побольше времени проводить с тобой. Я хотел бы, чтобы ты научил меня, как складывать оригами, я показал бы тебе, как, не знаю, вот это и это делать. Вот. В То есть общем, вы имеете в виду, что дети привлекают к себе внимание таким образом, да, но не совсем могут сказать напрямую об этом, боятся, и это некоторые дети. переходит в то, что они обзывают друг друга и прочее. Да. Мгм. То есть вот ситуации, когда действительно ребенка бьют, ребенка травят, ужасные ситуации, этого гораздо меньше, чем просто недопонимание, неумение общаться, мискоммуникация, желание подружиться с кем-то, непонимание себя и каких-то своих возможностей, вот это все. То есть ребенок как будто потерян в пространстве, и из-за этого возникают разные ситуации в том числе. Мгм. Ну да, есть действительно случаи, когда идет прямая травля ребенка, группой детей, это уже немножечко другое. Понимаю. И что школа делает в обоих случаях? В школе очень непросто, потому что прямых рычагов на детей очень мало, прямых рычагов на общение ребенка в собственной семье очень Мгм. мало. Школа может и должна каким-то образом рассоединить детей, Мгм. вот, то есть, чтобы они не находились в одном пространстве, если такое постоянно происходит. Школа проводит разного рода разговоры на разные темы. В случае действительно физического какого-то контакта школа может исключить ребенка на время. Мгм. Школа может попросить родителей заняться какой-то психологической поддержкой ребенка. А также в школе есть обычный психолог, который занимается поддержкой детей, но нужно иметь в виду, что сейчас очень многим детям нужна разного рода поддержка, и школа просто не успевает за всем этим угнаться. То есть, если мы посмотрим на весь спектр проблем, с которыми сейчас сталкиваются учителя и психологи в школе, то это очень большой спектр. Это от наркотиков, к сожалению, до травли, до преследований в онлайн-мире детей Мгм. детьми, разного рода преследований и обижаний, грубо говоря. И тут школа вообще бесполезна, к сожалению, до особенностей очень разных детей, которые приезжают в школу, которые учатся в этой школе, от неумения говорить по-английски до спектра, например, аутизма. Да? То есть и каждому ребенку в итоге, получается, нужна совершенно разная поддержка. Это большое давление на учителей, на школьную систему, потому что если у нас в классе 30 человек, и 10 из них нужна особенная поддержка, у каждого ребенка есть особенный Мгм. план действий. И Вау, 30%.
30%, да. Но из того, что я вижу на данный момент, то Мгм. учитель не справляется, конечно же. Это большое выгорание. Да, в школах есть разного рода помощники, кураторы и так далее, но тоже это зависит от загруженности школы и от бюджета школы. Ну, вот если конкретные советы, то документировать всю переписку со школой, естественно, ничего устного, это первое. А второе, говорить обтекаемое, но предлагать конкретный план действий со своей стороны. Как вам кажется, школа должна действовать? Родителям, да? Да, ну то есть когда мы работаем на тему какого-то инцидента, мы пишем в школу письмо, заявку, черточка, дефис, требования о том, что вот это произошло с моим ребенком, вот такие меры я бы хотел бы, чтобы были предприняты. Я считаю это очень важным, я считаю важным то, что моему ребенку стало плохо, и будут последствия, ну и так далее, и так далее, и так далее. И все это сначала идет на уровне канцлера школы, а потом переходит на уровень завуча или директора. Когда это переходит на уровень директора, там, конечно, он вынужден принять разные меры. К сожалению, когда дело доходит до какой-то физической расправы над детьми, школа тоже бессильна. Да, есть видеокамеры, вот, но не всегда понятно, что произошло, поэтому очень часто родители переводят дело в полицию для того, чтобы были приняты разного рода меры. Потому что на школу будет давление со всех сторон, со стороны одной семьи, со стороны другой семьи, со стороны округа, чтобы было принято какое-то решение по ситуации. Вот. Поэтому если это действительно ситуация light-вариант, то детей рассаживают. Мгм. Детей стараются не оставлять вместе одних конкретных детей. Мгм. Вот. Ну и так далее. Это младшая школа. В средней школе посложнее, в старшей тоже. А в вашем случае ваши родители, ваша школа предпринимали какие-то действия? Ну, меня просто дразнили, во-первых. Мгм. Ну, А, я понимаю, окей. да. А, Я так понимаю, что учителя разными способами меня поддерживали, рассказывали мне какие-то приятные вещи про меня, дарили какие-то книжки и так далее. То есть они видели ситуацию, но я сама не могла рассказать этим ребятам, что я думаю о них, и я сама не знала, чего мне хотеть в этой ситуации. Мгм. Вот. Это совсем другое, конечно, уже. И на самом деле в какой-то момент, когда мы уже все были старше, девочки, которые дразнили меня, одна из них пришла ко мне и сказала, что Нель, мы тебя дразнили тогда, мы поняли сейчас, что это было неправильно, прости нас, пожалуйста. И я тоже не понимала, как на это реагировать. То есть оно уже ушло, оно отболело, осадок остался, а что Мгм. сказать, я не знала. Это хороший вариант, когда кто-то может найти в себе силы и извиниться перед тобой много лет спустя, конечно. Ну, во-первых, да, а во-вторых, то, что учителя как-то пытались поддерживать. Причем они не обязаны, насколько я понимаю, в этом случае это задача school counselor, да, как-то Ну, решать эти у которого проблемы. 500 человек Ну набрать. да. Ну, нет, прямая задача, конечно, учителя поддерживать ребенка. Это и моя задача всегда поддерживать ребенка разными способами, конечно же. Но это не является их ответственностью, конечно, их зоной Да, ответственности. Да, такие есть. да. А кстати, с каким возрастом вы работаете? С скольких лет? В нашем центре есть группы для детей от 5 лет Мгм. на разные темы. Вот сейчас в соседней комнате, пока у нас с вами такой серьезный разговор, у нас есть группа, которая строит саркофаги, потому что у них тема, тема, тема мумии и так далее. Но им 5 лет. Как прикольно. Да, да. А, Можем а, послушать кста- а с кем они строят саркофаги? Это работники центра или это какие-то люди, которые приходят с мастер-классами? Это наши преподаватели, да. Наш Как преподаватель прикольно. русского языка и наш дизайн куратор, да. Мы придумали просто проект, как бы такие квесты по разным цивилизациям. То есть сначала идет такая интерактивная лекция, потом поделка. Как здорово. Да, но вот в прошлый раз у нас были ниндзя, то есть мы какими-то занимались такими нунчаками, по-моему, пластмассовыми нунчаками, мы сами их мастерили, ну так далее. Когда говорю мы копали, это, конечно, дети, это не я. Да. Блин, это очень мило, это очень здорово. Спасибо, да. И да, вы говорите, то есть с 5 лет, там вплоть до high school и поступления, да?
Да, Но, ну, к нам приходят и постарше, конечно. У меня есть взрослые мои ученики, которые, например, поступают уже в университеты после бакалавра. Да, то есть они а, поступают в какую-то профессиональную уже специальность. Это либо мединститут, либо юридический факультет. Это такие все мгм, вещи. Либо мгм. аспирантура. Возвращаясь к теме буллинга, вы говорите, сильно будет зависеть от возраста. От А, возраста, от ситуации, от желания ребенка вообще говорить со мной об этом. мгм. Ну, наверное, как бы есть дети, которые приходят и рассказывают, да? И есть дети, которые приходят и рассказывают, что с ними вот такое происходит. Но скорее на данный момент это разговор на тему «я хотел бы с кем-то дружить, но не знаю как. Меня игнорируют в этой группе, и я не знаю, что мне делать. Я хочу вести этот проект, но там уже много ведущих. Мгм, Я только что переехал, у меня нет друзей, мне некуда пойти, а те группы, которые уже состоялись, они меня не принимают. мгм. Или есть прямые запросы на меня, обижают, что делать». Да, вот что делать детям, которые только что переехали и чувствуют себя как-то исключенными из этих состоявшихся групп? Ну, ничего нового я не скажу. Приходите в Lucky Pen, во-первых, у нас у нас всегда есть чем заняться. А во-вторых, ну, это как всегда. То есть мы должны пережить Мгм, сначала то, что мы переехали, то, что мы все бросили, то, что там остались и люди, и вещи, которые нам были дороги, то, что нас, возможно, перевезли в чемодане, нас не спрашивая, то, что мы потеряли вот того себя. Мы должны все это пережить и как-то строить новую жизнь на вот этих остатках себя. мгм. Потом об этом можно написать в вступительных сочинениях. Это отличная тема. Нет, это действительно очень важно, отгоревать. И Мгм. это очень важно и для взрослых в том числе. Да. Да, и мне кажется, что не всегда с детьми вообще разговаривают об этом в семьях. Как-то считается, особенно, знаете, я очень много вижу комментариев. У меня было несколько видео про детей. Под такими видео очень многие люди оставляют комментарии, что дети очень быстро адаптируются, вообще не переживайте, все с ними будет отлично. Ну и как бы такое ощущение, что ребенок просто по факту, что его перевезли, он сразу встроился, и все у него прекрасно. Язык он быстро схватывает, и да, никаких проблем не возникает. Дети формально адаптируются быстрее, чем мы, конечно же. Дети Мгм. формально начинают говорить быстрее, чем мы, но в том числе и потому, что они брошены в ситуацию, когда они вынуждены ходить в школу, там с кем-то хоть как-то общаться. Им постоянно приходится говорить на другом языке, то есть есть какие-то механизмы, которые заставляют их постоянно быть в неудобной ситуации, в отличие от нас, например, да. У нас все-таки больше всяких инструментов и резервов для того, чтобы где-то там немножечко спрятаться. Мгм. Это Вот, правда. да. Но это с одной стороны. С другой стороны, все равно очень сложно быть ребенком, который приехал откуда-то и вынужден как-то бороться в себе между вот той жизнью и этой жизнью, между тем, что ты немножечко оттуда и уже отсюда, тем, что твои родители, возможно, тебя не так хорошо понимают, как хотелось бы, но это общие сложности. В принципе, в какой-то момент дети иногда начинают выбирать национальность, грубо говоря, и М. принадлежность к какой-то стране. И очень часто это достаточно резкий вариант. Значит, либо я остаюсь навсегда вот тем, кем я был, когда приехал, либо я становлюсь полностью американцам. Мне не нужны вот эти ваши борщи, котлеты, музеи, в конце концов. Оставьте меня в покое. Потому что опять же, так просто легче. Легче быть либо против кого-то, либо за кого-то. А вот найти вариант, при котором ты и тут, и там, Мгм. и тебе хорошо и тут, и там, это достаточно сложно. Это очень взрослая задача. Это правда. Да, И интеграция – это сложная задача, да. И вы, получается, немножко этим и занимаетесь, да, в своем центре? То есть возвращаете их и к той культуре, и рассказываете им об этой культуре, и создаете для них такую атмосферу теплую, да, где они могут быть среди таких же людей, как они, среди таких же детей. Это не то чтобы сохранение культуры, это скорее сохранение себя, вот разных кусочков себя, наверное, так я сказала бы. Это первое. Второе, очень тяжело, приехав, найти свою референтную группу. То есть где-то мы ее находим. А с тем, что дети сейчас достаточно заняты,
и у них нет возможности просто дружить, они эту группу находят либо в школе, с которой общаются, либо на каких-то кружках. Мгм. Вот. То есть вот той деятельностью, которой ты занимаешься долго и постоянно, и является твоя, как бы, твоя референтная группа. Да? Ты с этими людьми проводишь время, ты с ними ездишь куда-то, ты с ними решаешь какие-то задачи и так далее. И, в принципе, в каком-то плане, как я это вижу, неважно, на каком языке говорит человек или группа, которая рядом с тобой в эти годы, на самом деле не так важно, а важны какие-то общие ценности и интересы. Мгм. Вот. И, ну, конечно же, русскоязычным родителям зачастую легче находить свои общие ценности и интересы среди русскоязычных родителей. И часть кружков, на которые ходят мои ученики, они тоже были созданы русскоязычными преподавателями. Соответственно, там много русскоязычных детей. Соответственно, это и начинает быть группой помощи ребенка. Здорово, это очень здорово. И вы помогаете не только детям, да, вы помогаете и семьям. Ну, как можем, да, так и помогаем. Да. А что делаете? Мы, в общем-то, проводим разные семинары на тему обустройства жизни в Америке, потому что чем быстрее становятся понятны какие-то вещи, тем меньше сил уходит на то, что априори либо не получится, либо получится с большим трудом. Мгм. Да. И это может быть совершенно какие-то базовые информационные семинары о том, как получить медстраховку, как подается заявление на политическое убежище и так далее. Это могут быть семинары по поводу написания резюме, как пройти собеседование, как вообще устроена система получения работы в Америке и так далее, и так далее. У нас много групп просто по интересам и по каким-то, как сказать, по каким ситуациям, которые сейчас проходит конкретная группа людей. Да? Мгм. То есть мы можем вязать, мы можем валять мягкие игрушки, можем встречаться, чтобы говорить о каких-то зависимостях, например, алкоголизм, наркомания и так далее. Можем встречаться, чтобы говорить о том, как помочь ребенку в такой ситуации. Мгм. У нас есть группа английского языка. Это очень важный инструмент жизни в Америке, конечно же. У нас есть... Господи, у нас столько всего, что я уже и не упомню. Да, не буду придумывать, не буду вспоминать. У нас много чего есть. Мы в том... Я, Наша задача — это быть таким социальным центром немножечко. Мы очень жадные. Мы хотим быть и тем, и этим, и третьим, иначе нам скучно просто. ну да, я когда захожу на ваши ресурсы, да, действительно я поражена огромным разнообразием, которое вы предлагаете людям. Да, вот вчера у нас был кинопоказ спектакля «Король Лир» с Мгм. Катей в главной роли. Я считаю, что это абсолютно социальное действие. Мы собираемся, чтобы посмотреть на великое. И потом трепаться на эту тему. Ну и замечательно. Отличный вечер был. Ну да, Дима Гисер к вам приезжает. Вот это я тоже была в Он шоке, приезжает когда я просто в увидела. Сиэтл. Секундочку, он приезжает просто в Сиэтл. У него в Сиэтле концерт, Ну, так встреча. у него будет еще и у вас мероприятие, да, для детей? Да, мы попросили его прийти к нам, просто поговорить с нашими детьми, потому что встреча во вторник, она посвящена взрослым и Мгм. вопросам взрослых о детях. А мы хотели бы, чтобы он просто поговорил с детьми о детях. Ну, с детьми о них. Это очень классно. Спасибо. Расскажите, как у вас поменялась ваша работа с началом войны? Я знаю, что вы много помогали сами людям в Украине, вы помогали беженцам. Вот расскажите с самых первых дней, что вы делали? С начала войны мы пытались каким-то образом унять наш страх, тревогу, вот непонимание, что нам делать дальше, как нам жить дальше. То есть сначала мы собирали гуманитарную помощь, которая потом оказалась в Украине. Это было через компанию МИСТ. Компания МИСТ написала, что они готовы это все доставить, отправить. Большое им спасибо. Вот. Потом мы вместе с организацией iMiracle именно в Lucky Pen собирали лекарства, разные препараты, медицинские составляющие для отправки во Львов. Вот. Мгм. Специальным самолетом. То есть часть команды, и огромное им спасибо, занималась тем, что просила больницы, госпиталя пожертвовать нам, неважно, разные расходники, лекарства и так далее. Часть команды
описывала все это. Это тоже были врачи и медсестры. Часть команды запаковывала все это. Было несколько столько для тех, кто занимался фактической инвентаризацией этого всего, потому что мы должны были описывать все, что было в коробках. Часть команды принимала этот груз. То есть у нас все наши 4 комнаты были заняты лекарствами и коробками. Несколько недель. А потом мы это передали организации Ukrainian Association Washington State, которая на складе тоже упаковывала, собирала это все, и в конце концов, по-моему, какое-то количество тонн вылетело из Сиэтла в сторону Украины. Но мы уже в этом не участвуем, мы участвовали в этом первоначальном сборе и как бы инвентаризации. В общем-то, это было очень терапевтично. Да, потому что мы были заняты, у нас было дело, у нас был смысл. Около 40, наверное, людей, подростков и взрослых работало постоянно в помещении, люди сменялись, и я знаю, что мне потом говорили, что многим это помогло, и, несомненно, это помогло мне. Вся вот эта Нет, боль. я понимаю, да. Потому что это ситуация абсолютного бессилия. Она Мгм. происходят просто чудовищные вещи очень далеко от нас. Да, и вот это вот ощущение просто рушащегося мира в этот момент, когда ты понимаешь, что ты можешь сделать что-то, хоть что-то, чтобы как-то помочь, Да. это дает много сил. Это дает горизонт планирования на ближайший день хотя бы. Вот сегодня я приду, и я упакую такое количество коробок. А это же нужно следить за этой коробкой, понимать, как ее упаковать лучше, понимать, что ты в нее бросаешь. В общем, ты занят. Ты занят. А потом, соответственно, где-то на 5-й неделе войны я уехала на неделю в Румынию, на границу с Украиной, в команде организации, которая называется Cash for Refugees. Это ребята, которые первыми в этой организации полетели в Румынию и помогали беженцам на границе. На границе с городом Сирет, то есть на той стороне Черновцы. Вот, соответственно, я была, получается, в 5-й команде, которая полетела туда, и мы встречали беженцев на границе, мы помогали им, там уже были построены всякие палаточные городки, помогали им там найти еду, понять, как им дальше путешествовать по Румынии, организовывали, если нужна была медпомощь, мы как бы помогали им дойти до врача, объясниться разными способами, рассказать, как доехать до Бухареста, как-то первоначально немножечко, возможно, успокоить их. Потом, когда шли автобусы через границу, мы просто затаскивали в автобус еду, гигиенические какие-то принадлежности, игрушки для детей, воду, потому что они не могли выходить. Там в автобусе, не знаю, 40 человек с детьми. То есть, если они выйдут, водитель их просто не найдет потом. Вот, ну, такие вещи. И после этого я, оказавшись в аэропорту в Бухаресте, поняла, что там тоже нужна помощь. Вот, там уже работала группа волонтеров из Киева, из Кишинева и местные румынские волонтеры. С первых дней они там работали, потрясающие, конечно, ребята, но не хватало денег. Соответственно, я написала в Фейсбуке, что нужны деньги на то, чтобы покупать еду для беженцев, чтобы оплачивать, тогда еще была пандемия, оплачивать все вот эти тесты на коронавирус. Для некоторых из них снимать гостиницу хотя бы на ночь, потому что там были мамы с маленькими детьми. Многим приходилось покупать билеты, то есть мы на все это собирали деньги. Таким образом помогли многим семьям, а главное, что потом к этой инициативе присоединились и мои друзья, и незнакомые мне люди, которые некоторое время ездили в Бухарестский аэропорт, чтобы быть частью волонтерской команды. То есть они осуществляли навигацию по аэропорту, они осуществляли покупку билетов, и иногда мы платили за них как организация. Они осуществляли как бы первоначальную помощь с точки зрения «я пришел в аэропорт», «я приехал в аэропорт, я не знаю, что мне делать дальше, помогите мне». То есть часть наших людей, которые проходили через нашу стойку, они никогда не летали, например, они не понимали, что такое посадочный билет. Они не могли дойти до ворот бы сами, не могли бы пройти вот этот первичный осмотр. Да. То есть мы буквально там стояли и смотрели, как они проходят
через эти ворота. Они не понимали, как купить билет так, чтобы не оказаться в визовом пространстве, потому что у некоторых просто сгорали билеты. Например, у некоторых были билеты на то, чтобы лететь через Америку, например, да, и понятно, что это не работает. Тогда еще многие ехали в Америку через Мексику, например. Вот. В общем, у нас А были... тогда еще не было вот этого временного Да, не было статуса ЕФР, защитного. да. На нашем дежурстве каком-то этот статус включился, и тогда закрылась Мексика, и часть людей, которые все-таки полетели, потому что у них были билеты, они застряли на некоторое время на границе. То есть там был вот такой люфт между статусами. И потом, в какой-то момент, когда мы уже не могли приезжать, мы просто продолжали оплачивать работу волонтеров, румынских, которые выходили на работу в этой точке. У них была специальная будка, к ней можно было подойти, к этой будке, и попросить помощи. Вот. Потом мы закрыли проект, потому что главный наплыв схлынул, и у нас было очень много работы в Сиэтле. То есть вот это на самом деле такая цепочка была у меня, получается. Сначала я увидела, как люди идут через границу, а потом я увидела, куда они доезжают. Это был Бухарестский аэропорт. Потом мы поняли, что, в общем-то, вот они в том числе приезжают и к нам. И, соответственно, тут на месте необходимо им помочь. И мы переключились на помощь тем, кто оказался в Сиэтле. Вот. Дальше начиналось следующее, что хорошо, понятно, как получить помощь от государства. Мы нашли какие-то, например, вещи семье, помогли понять, как записать детей в школу. Вот они ходят к нам на курс английского языка. А вот теперь следующая задача, как найти работу. То есть мы переключились на поиски работы. Ну, то есть у нас в каждый момент времени у нас случалась некая такая интуиция на тему, а что же мы должны развивать дальше. Какие наши ветки мы закроем. Например, мы в какой-то момент просто закрыли ветку помощи вещами, мебелью, вещами, вилками, ложками, потому что нам привозили люди, как бы то, что они жертвовали, а мы раздавали это по семьям. В какой-то момент мы это просто закрыли, потому что мы поняли, что это занимает много времени и много сил. И сейчас это уже менее нужно, потому что люди освоились и поняли, где это можно купить или у кого это можно попросить. Как-то так. Я очень долго рассказываю. Нет, это очень интересно. И очень интересные подробности, на самом деле, детали того, что происходило. У нас у каждого были свои семьи, которым мы помогали. То есть у каждого нашего волонтера. И это были какие-то вещи, которые кажутся нам совершенно мелкими. Доехать до банка, оформить счет в банке. Это целая эпопея. Или понять, как получить медстраховку на конкретные особенности конкретного ребенка. Или понять, как в школе замять какой-то административный конфликт, который случился из-за непонимания происходящего. Или наоборот, рассказать школе, что вот тут это неправильно, вот тут моему ребенку необходимо гораздо больше, вот тут его обижают и так далее. Ну, то есть у нас у каждого волонтера разные способности, разные задачи. Вот. И некоторые семьи остались с нами, мы им продолжаем помогать разными способами. Зачастую это наши близкие друзья теперь. Я понимаю. Да, и вот эти вот базовые задачи там с банком и так далее, я понимаю людям, которые абсолютно потерянные. Плюс еще с временным статусом, наверняка этот статус особо никто не знал Да. в бюрократических структурах, в банках. Да. И это непонимание с обеих сторон, и со стороны людей, которые попали неожиданно, абсолютно не собирались никуда уезжать, а попали абсолютно неожиданно в другую, чужую им систему. И Да. со стороны системы я представляю, что было очень большое непонимание. Это так. Ну, например, когда мы были в аэропорту, мы договаривались с разными авиалиниями, да, показывали им документы, просили в какие-то моменты, чтобы, как бы вот у человека 2 кошки, не одна. А вам необходимо, неважно, 2 клетки, потому что 2 кошки. А можно они будут, вот они тихие, спокойные, а можно они будут в одной клетке. Так просто дешевле. Или, пожалуйста, не снимайте с них деньги за то, что они не успели зарегистрироваться заранее на рейс. Во-первых, этих денег у них нет, а во-вторых, у них вообще даже кнопочного телефона нет, вот посмотрите. Да. Или отдайте нам, пожалуйста, скидку на вот этот билет. Или вот человек не успел на рейс, у него где-то сел багаж, помогите нам, пожалуйста, понять, как и что. Ну, то есть
Мы торговались, мы просили, мы договаривались, и я точно знаю, что мы там были очень нужны и в аэропорту. И, несомненно, наше понимание американской жизни, оно очень пригодилось нашим клиентам здесь. Мгм. А, кстати, вот люди, они в основном шли навстречу, они помогали, ну вот сотрудники авиакомпаний, сотрудники там каких-то других организаций. Да, да, да. Надо сказать, что да. В конце концов, так оказалось, что к нам стали приходить местные просить помощи. Они говорили: ребят, вы явно что-то знаете, помогите нам тоже, пожалуйста. Вот в какие-то моменты я просто помогала людям из Молдовы. Я из Молдовы сама. Мгм. Находить правильный билет, доходить до каких-то точек. В какой-то момент не пускали кого-то в какую-то страну, потому что считали, что такого документа нет, а оказалось, что он не нужен. Такое было очень часто. То есть я Мгм. просто шла с ними на стойку и говорила: ребят, ну вот не нужен же документ, вот посмотрите. Ну да. А из-за того, что так происходило, человек мог не успеть на самолет, потерять билет, это огромные деньги. Ну да, и люди не всегда сами понимают, то есть человеку нужно очень четко разбираться в том, какие документы ему нужны самому и так далее, чтобы хоть как-то отстаивать свои права в этом случае. Да, тем более, что вот тогда, когда улетали из Румынии, разные авиалинии требовали разные документы или давали послабления по поводу тех или иных документов. Или, например, взрослым можно было так, а детям можно было так. В общем, там много чего было. Много чего было интересно, много приключений, много собак и кошек было. Но и здесь мы теми же способами добиваемся каких-то вещей для тех, кто обращается к нам. Потому что мы немножко лучше знаем систему, и мы очень обаятельно умеем просить. А человек в кризисе, человек в стрессе, он не просит, он просто надеется. Да, я понимаю. А как сейчас вот эти вот люди, которые приехали, они в основном приехали, получается, года 2 назад сюда, да? То есть они уже Получается, пожили. от 2,5 до вот буквально месяц назад, да. А до сих пор много людей приезжают до сих пор? Приезжают, да, по программе U4U достаточно много, тем более, что, скорее всего, она закроется при новой администрации. Поэтому сейчас опять наплыв. Но на данный момент те дорожки, которых не было, они уже проторены очень многими организациями. То есть стало понятно, какие документы необходимо в первую очередь получать, какие есть конкретные льготы от государства и так далее. Вот. Мгм. Моя задача Мгм. сейчас, то, чем мы занимаемся, это какие-то случаи травли детей Мгм. новеньких. Это первое. Второе, организовать помощь в плане получения работы, понимания, как здесь устроены разные сферы деятельности и, конечно, помощь школьникам, психологическая и консультативная по вопросам высшего образования. Да, потому что у меня много подростков, они хотят куда-то поступить, они не понимают, как здесь это работает. Вот я их провожу через вот эту схему. Мгм. А как, кстати, с работой? Насколько быстро люди находят здесь работу? Кто как. Сейчас, в принципе, как вы знаете, у нас кризис некоторый. Мгм. Но Да. зачастую это не проблема отсутствия конкретного места работы, это непонимание, как о себе писать, как о себе говорить, Мгм. как вообще происходит процесс подачи заявлений, где есть работа Мгм. и так далее. То есть это просто некоторая информация и некоторая помощь в обрабатывании этой информации, которую необходимо получить человеку. Это первое. Второе, сейчас существует много программ помощи по получению второго образования для тех, кто приехал. То есть уметь М. воспользоваться этой программой, записаться на курсы, записаться в колледж, пройти все вот эти тесты, которые необходимо пройти. Здесь просто нужен проводник по каким-то шагам, а дальше все получается. Второе образование, получается, вплоть до высшего можно Ну, получать? вплоть до высшего, да. Ну, на данный момент эти льготы есть, потом их может не быть. Мгм. Я понимаю. В том числе и для подростков, которые сейчас поступают в университеты, есть разные льготные программы. Но это тоже как бы есть Именно какая-то. для украинских беженцев вы имеете в виду? Не только. Не только для украинских беженцев. Те, кто приехал из России, например, из Средней М. Азии, из Молдовы. Не только для украинских беженцев. Но есть отдельные программы именно для украинских беженцев, это правда. Но то, что, по крайней мере, наш штат очень пытается помочь людям встать на ноги, это правда. Да, Да, вы очень много. делаете огромную работу. Нет, это не про нас, это про организации А, помощи. штат вы имеете в виду весь наш Весь, штат, да, весь штат штат Вашингтон, да. Вашингтон? Да. Нет, мы, М. нет.
Мы просто немножко знаем, куда идти за помощью. Нет, конечно. Штат Вашингтон. Много программ помощи, много людей, которые работают над тем, чтобы иммигранты и беженцы как можно быстрее интегрировались в процесс нашего штата и чтобы они не оставались в беде. Слушайте, это очень здорово. И, кстати, почему-то мне не приходило в голову, я не задумывалась о различиях программ в разных штатах. То есть наш штат делает больше, да, чем в основном другие. Наш штат делает очень многое. Мгм. Очень многое. По всем, на самом деле, параметрам. Не знаю, как больше, но больше, чем достаточно много штатов, это правда. У нас просто больше ресурсов на это. Мгм. Мгм. Как у штата, да. У нас в целом больше ресурсов, как у штата, на помощь малоимущим семьям, ну и так далее. Ну да, и социальная защищенность, в принципе, в таких достаточно богатых демографических штатах, она значительно больше, Она да, существует. чем. Да. Другое дело, что необходимо понять, как система работает, куда, зачем идти Мгм. и как заполнять все эти формы. Но мы с этим помогаем, на самом деле. Ну Вот. да, знаете, у меня тоже было такое чувство, что в Америке действительно очень много ресурсов, ну и в нашем штате особенно очень много различных ресурсов, но как бы они все предполагают, что человек... Это ответственность самого человека знать, что ему нужно, найти то, что ему нужно, и попросить о том, что ему нужно. Да, это 3 необходимых элемента, конечно. Да, и у меня есть ощущение, что, допустим, в американской культуре как-то с самого детства воспитывается вот эта вот ответственность за себя, очень высокая личная ответственность достичь и найти того, что тебе нужно. Но это немножко не в нашей культуре. Я не могу сказать, в нашей или не в нашей этой культуре, я могу сказать, что у человека есть право попросить помощь, Мгм. и всегда есть возможность ее получить. Но да, мы пытаемся сделать так, чтобы человек получил помощь превентивно. Потому что Мгм. кризис всегда сложно разгребать. Кризис – это всегда слом системы жизни человека. Ой, это точно. Это точно. На курсах финансовой грамотности учат брать кредиты, когда все хорошо, Да, когда большой заработок. да. Приходите к нам, кстати, рассказывать по финансовой грамотности, потому что с этим у нас плохо. Ну, я с удовольствием. А я помню, что вы еще говорили, что одно дело, когда люди вот только приезжают, да, у них есть вот эти вот самые первоначальные базовые проблемы, там, Мгм. открыть счет в банке, отдать ребенка в школу, там, Мгм. адаптироваться как-то, найти работу и так далее. Но проходит там год-два, и это переходит в какие-то абсолютно другого рода проблемы. И Мгм. вы с ними тоже работаете, да? Не то, что мы работаем прицельно с кем-то. Если к нам приходят с каким-то вопросом, мы на него отвечаем. Или Мгм. мы рассказываем, там, где можно получить помощь на эту тему. Ну да, так и есть. И в основном это дальнейший кризис развития. Ну, то есть это может быть, не знаю, какой-то кризис в семье. Это может быть кризис по отношению к новым каким-то смыслам, например, да, вроде бы уже как-то живем, а что дальше? М. Дети растут, у них появляются другие сложности, другие вопросы. Вот. Работа, опять же, если ты работаешь на износ, это дает о себе знать, что как делать дальше, на кого дальше учиться. Домашнее насилие, проблемы со здоровьем, какие-то юридические проблемы, потому что статуса-то нет, смерть, ну и так далее. Все как положено, все как по учебнику. Да, понимаю. Блин, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Это, да, невероятно ценно. А что именно невероятно ценно? Невероятно ценно, наверное, то, что у вас очень индивидуальный подход ко всему. Что вы готовы браться, в принципе, за любую задачу, которую люди перед вами ставят. Наверное, я готова не браться за задачу, наверное, я готова подумать о ней. Мгм. Вот, да, это правда. Это интересно, спасибо. Я не думала об этом. Ну, потому что то, что я слышу, допустим, о больших организациях неправительственных, это то, что в какой-то момент они становятся оторванными от реальности.
что, допустим, у них есть какое-то количество задач, которые они делают, они продолжают их делать и не совсем могут адаптироваться, там, допустим, к изменившимся обстоятельствам или к тому, что, ну, то, что они делают, возможно, это не самое важное в каждый конкретный момент времени и прочее. Но из вашей истории я слышу, что вы очень много меняли направление деятельности организации в зависимости от того, что происходило. Да, и все знакомые мне такие организации, которые вдруг неожиданно случились, потому что пришло время и пришла война, именно так и поступают. То есть мы же не единственные. Есть, например, замечательная организация «Наша», которая занимается вектором медицины и именно медицинской помощью. Вот. Это тоже у нас в штате? Да-да-да, «Наши». Так и Мгм. называется «Наши», да. Есть различные замечательные украинские фонды, которые образовались. То есть мы, во-первых, все занимаемся тем, что мы знаем, умеем и любим, и, в общем-то, зачастую это оказывается большой помощью. Вот все организации, которые я знаю, созданы просто людьми, они ближе, так или иначе, к людям. И потому что у нас есть такая возможность. Мы не опираемся на гранты, мы не опираемся на какие-то формальности, которые необходимы для любой крупной организации. Да? Мы, в общем, Мгм. коллектив волонтеров. Мгм. Здесь по собственной воле и по собственному желанию часто отрывает время и силы от нашей работы, от наших семей, от наших таких забот. То есть мы имеем право в этом случае преследовать именно наши интересы и наши компетенции, чем мы и занимаемся. Вот это первое. Второе, действительно, так как к нам приходят, вот эта модель к нам приходит, да, она, конечно, инструмент компаса наших последующих действий. Мы очень благодарны, когда к нам обращаются за помощью, потому что мы в том числе и понимаем, какие проекты нам следует закрыть. Ну, вот, например, Мгм. я думала, что пора закрывать наши курсы английского языка, потому что, ну, сколько можно, мы третий год, скоро будет третий год, как мы ведем эти курсы для детей и для взрослых. Мгм. Бесплатные курсы волонтерские. Но неожиданно оказалось, например, что у нас образовалось несколько групп родительских. Ну, то есть это родителей наших детей, например, да. Ага. То есть Ага. им, не знаю, 60, 70, кому-то 80 лет. Они приходят учиться М. английскому языку и быть вместе тоже. Это некая такая социализация. То есть у нас сейчас есть курс по вторникам, и там 18 человек, которые приходят постоянно. Уже пожилых людей, да? Для пожилых людей, которые очень хотят говорить на этом новом языке и при этом очень хотят встречаться с людьми своего возраста. Вот. Мы также сотрудничаем с разными центрами, в том числе мы сейчас сотрудничаем с Jewish Family Services, это еврейский центр, который помогает всем. Мы видим, какое количество программ для пожилых людей существует в этом центре, Мгм. и мы как бы иногда рекламируем какие-то наши общие проекты, иногда клиенты этого центра приходят к нам на какие-то мероприятия. Например, группа из этого центра приходит к нам вязать просто по пятницам. Мгм. Да, просто как помещение, да, но мы всегда им очень рады, потому что вот это здорово. У человека есть цель, он пришел на 2 часа вязать. Ну, замечательно. Вот, то есть, да, мы ближе, наверное, к тому, что происходит, потому что мы живем в общине, в отличие от организаций, которые живут вне, которые живут где-то на краю деревни. Я понимаю. А, кстати, вы сказали, что вы не зависите от грантов. Мгм. Ну, и я понимаю, что очень большая часть того, что делается, делается волонтерами, Мгм. но все равно вы собирали, допустим, медицинскую помощь, у вас есть какие-то, ну, расходы Мгм. текущие. Как вы финансируетесь? У нас есть, так как мы теперь действительно фонд, у нас есть возможность пожертвований. Мгм. У нас есть возможность помочь нам волонтерством. Мгм. Пожертвования, они идут либо через работодателя, либо просто от себя. Я потом могу выдать ссылки, как это Да, делать. конечно, я все Да. прикреплю. И, конечно же, мы будем подавать на гранты в этом году, Мгм. потому что нам нужна поддержка в каких-то конкретных проектах, которые уже не могут держаться на нашем энтузиазме, конечно же.
Я понимаю. А насчет волонтеров, кстати, вы сказали, Мгм. какого рода волонтеров вы ищете? Ой, ну нам нужны волонтеры, преподаватели английского языка. Это очень увлекательно, я гарантирую. Нам нужны волонтеры, которые приходят рассказывать о том, как что-то делается. Мгм. Неважно что, от похода к врачу до следующих моментов, как пройти собеседование куда-то. Или как не пройти собеседование куда-то, неважно. Нам нужны волонтеры, которые помогают редактировать резюме и сопроводительные письма. Мгм. Нам нужны волонтеры, которые сейчас помогут нам с нашими новогодними праздниками, потому что каждый год мы собираем подарки Мгм. детям. Мы иногда их развозим, иногда мы устраиваем праздники прямо в Лаки Пен. Вот. Нам нужны Снегурочки, Деда Морозы и так далее. Нам нужны люди, которые готовы рассказывать о нас, которые готовы участвовать в каких-то наших мероприятиях. Нам всегда нужны люди. Супер. Я оставлю ваши контакты. Ну, и я надеюсь, что вполне возможно, кому-то будет интересно. Спасибо. Да, я могу сказать, наши волонтеры меняются каждый год, потому что мы устаем. Мгм. Это тоже нормально. То есть можно прийти к нам временно, одноразово даже. Мгм. Можно прийти помогать нам с книжной ярмаркой. Мы сейчас хотим продать какое-то количество книг в пользу некоторых детей, с которыми мы общаемся. Но у нас нет времени вот буквально фотографировать, оцифровывать книги. Пожалуйста, приходите. Это Спасибо спасибо вам. большое. Спасибо вам. Может быть, что-то вы хотели бы еще сказать напоследок, то, что я не спросила? Я хотела сказать, что с последние 5 лет у меня много раз терялся смысл жизни. Ну, потому что ты вроде бы что-то делаешь, а тебе это зарубили на корню. Ты опять что-то делаешь, опять что-то случается не твоими руками, не по твоему желанию, не тобой. И все уходит, или кажется, что все уходит. Вот. Но я могу сказать, что несмотря на то, что мы очень мало можем сделать в масштабе человечества, пришлось мне с этим смириться все-таки в какой-то момент. Пусть мои ученики не смиряются с этим, а мне пришлось. Мы можем много сделать в пользу людей, которые находятся рядом с нами. И это потихонечку меняет состав жизни нашего города, в конце концов. И это уже стоит наших сил и времени. Вот. И, конечно же, работа с детьми, она про вечность все-таки. То есть меня не будет, будут мои ученики, например. Будут наши какие-то разговоры, будет то, что они в какие-то критичные моменты для нас всех помогали нам учить детей из Украины. Но они это помнят, они там были. Ну, как-то так. Спасибо большое за эти слова. Спасибо. И вам спасибо за то, что вы помогаете нам, за то, что вы верите в нас, за то, что вы думаете о нас и задаете вопросы, на которые так сложно отвечать, особенно на камеру. На этом на сегодня все. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, пишите свои истории, делитесь собственным опытом. Мы с удовольствием все почитаем. Не забывайте подписываться, если вам нравится, ставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, ставить лайки. А я с вами на этом прощаюсь. До встречи на следующих неделях. Пока-пока.